Привет! Ну что, новая рабочая неделя начинается с распаковочки. Мне родители мужа подарили прекраснейший подарок, самый нужный подарок художнику. Это сертификат в художественный магазин, в мой любимый магазин. И я набрала там всего, что поможет мне расписаться, потому что, судя по последнему видео, вы поняли, у меня некоторые проблемы. Я не могу осилить большие холсты, мне не дается и усидчивость, и сюжет, и вообще какое-либо понимание, куда мне, чего мне. Так что эти вещи необходимо всегда иметь в мастерской, небольшие форматы, дабы просто отпустить голову и расписаться, потому что когда ты садишься сразу за полотно, ну так это не работает. Если внутри пусто, на холсте ничего не родится. Надо тихонечко-тихонечко снова себя собирать по кусочкам и возвращаться к живописи. Давайте я покажу, что я купила, потому что это в целом нетипичные покупочки, нетипичные по форме, да и наполнению. У меня здесь одна синтетическая кисть. Это как раз кисточки, которые я использую просто из канцелярского магазина. Синтетика 22, я ими лачу картины. Обязательно посмотрите мое видео про лак и как я лачу картины, оно вышло совсем недавно. Так, дальше грунт для холстов. Я всегда использую Сонет от Невской палитры, белый. Есть еще такой черный, но на черном мне не очень удобно набирать подмалевок. Кто любит начинать работу на черном фоне или как-то либо стилизовать картины, это хороший вариант. У меня это белый. Всегда дополнительно прогрунтовываю холсты. Особенно у меня есть любимая моя фирма Туюкан, но любимая, но из раза в раз я ее покупаю, так как хочется здесь сейчас холсты, а не заказывать, чтобы мне их привезли. Поэтому вот если я грунтую дополнительным слоем или даже в 2 слоя, просто грунтом, вот этим вот от Сонет, краска у меня не впитывается, не проседает, так как это было бы на обычном стандартном производственном грунте. Поэтому всегда большой грунт мне в мастерской нужен. И еще им классно красить рамы. Я здесь купила достаточно много разных рам, вот такую на пробу, овальную. У меня никогда не было овальных картин. Я увидела овальную раму, я такая, ну это мне надо. К нему купила также холст, сразу, чтобы вставить в рамки. Вообще, когда картины в рамах, они смотрятся немножко иначе. Сразу привлекает в глаз, как-то они кажутся законченными. В общем, людям они больше нравятся, да и в целом ты ощущаешь, что да, вот это финальная работа. Эти все холсты – это хлопок. Не думаю, что они прям какого-то высокого качества. Это Сонет, скорее всего, учебные холсты. Но вполне нормально, с дополнительным грунтом. Никакой разницы особо от льна я не вижу. Лен все-таки идет на большие холсты, да, чтобы так сильно хлопок, само полотно не растягивалось, не болталось. А для маленьких форм почему бы и нет. Итак, у нас есть овальная рама. Такой у меня раньше не было. Еще там появились вот такие вот круглые готовые рамы. Они тоже базового цвета под, знаете, там пробку. Цвет такой коричневатый, но можно окрасить совершенно любой. То есть, когда я пойму, какое у меня выйдет полотно, я к нему подберу любой цвет и окрашу акрилом раму. Очень удобно. Я взяла разные форматы, 40 сантиметров. К ним я взяла холсты на картоне, на грунтованном. Если честно, я не люблю грунтованный картон. Я считаю, что он очень сильно впитывает краску, и она все равно не смотрится так, как на любом дешевом холсте. Но для пробы, почему бы и нет, для расписаться, для этюдов, для каких-то небольших картин, почему бы и нет. Только на грунтованный картон, да, на грунтованные такие вот холсты на картоне я кладу порядка 3 слоев грунта, чтобы точно ничего меня не подвело. Я больше всего на свете ненавижу, когда ты начал рисовать, ты в потоке, ты в процессе, и твоя картина высохла. Масло не может высохнуть за час, даже за день. В идеале оно сохнет несколько дней. Поэтому если ваша картина высохла за час, это очень плохо, это все виноват картон. Так, у меня есть еще размер 350 диаметр и такой же холст на картоне. Кстати говоря, этот холст на картоне другой, от Альбатроса, и он на ДВП. И если честно, по-моему, вот на этом холсте я уже как-то рисовала, когда только открыла свою первую мастерскую, и когда у меня был иностранный магазин на Etsy,
И тогда он меня, по-моему, ни разу не подвел. Я на них рисовала собачек или кошечек. В общем, прикреплю. Есть даже смешная картинка с коржиком. По-моему, это были холсты Альбатрос, и к ним у меня, помнится мне, претензий не было никаких. В отличие от просто холста на картоне, я бы, вот видите, холст на картоне, либо холст на ДВП, все время путаю, я бы всегда предпочла ДВП. Не знаю почему, может быть, я не нашла такой размер у Альбатроса, но всегда предпочту на ДВП, так как это выглядит как натянутый холст, то есть я вижу ткань, я вижу фактуру, и при этом он просто прогрунтован сверху. То есть мне кажется, это совершенно другая техника производства, что здесь никакой ткани нет, это просто сверху покрытый картон слоями. Ну, может быть, какая-то, кстати, как производится, надо посмотреть. Но вот это выглядит намного добротнее, я потом поближе сниму. Также взяла разбавитель без запаха, обычно у меня разбавитель тройник, но здесь я на самом деле не поняла, почему я взяла именно этот разбавитель. Я никогда не меняю свои материалы, то есть если я работаю на тройнике, я всегда работаю на тройнике. Возможно, я спешила и не заметила, но по составу он не немножко, а совершенно другой, потому что в тройнике у нас идет скипидар, Spirit White, по-моему, льняное масло, то есть он еще и дает такой немножко блеск. Здесь же только один продукт, и я даже не хочу его озвучивать, потому что я его скажу неправильно. Тоже опыт. По-моему, мы таким пользовались во времена университета. Пусть будет, посмотрим. Дальше я взяла 3 простых холста. Первый хлопок это у нас на подрамнике от Сонет. Это тоже супер ученические средние холсты, даже, наверное, начальные. Грунт в 3 слоя, конечно, охотно верю, но не уверена, что он хорошего качества. И такие холсты ученические часто бывают недостаточно натянуты. У них в комплекте идут колышки, вы можете по желанию забить их вот сюда в края, и он станет получше натянут. Но в целом этот выглядит неплохо, и для того, чтобы расписаться, нормально, посмотрим. Прикольная форма, у меня есть задумка на такой формат, и я хочу сделать такой проект, и потом эту картину перенести на огромный формат. Но тоже это все идеи пока что, большие спойлеры. Дальше 2 базовых холста. Холсты от мастер-класса я никогда не использовала, первый раз действительно буду пробовать. Это тоже хлопок на подрамнике, но я взяла 100% лен. Лен считается как бы лучше, да, лучший по качеству, лучший по натяжению. Посмотрим, как заявят себя эти холсты. Хочу дать им некий тест. Они заявлены как про, плюс мастер-класс это мои краски, да. В целом могу поверить, что это может быть неплохо, потому что по стоимости он намного выше среднего, то есть обычно холст 40/50 это ценовая категория 500-1000, ну там, ладно, 500-700 рублей, там можно найти от Малевич и так далее. Этот холст стоит 1020, и посмотрим, ладно, так как здесь вроде как и материал, и заверено, что это профессиональный, и он очень хорошо натянут, то есть если прям он как барабанчик, супер натянут, посмотрим. Так что я не буду их грунтовать, как будут работать они сами по себе, потом расскажу. И просто моя любовь. Я влюбилась в художественном магазине, мне захотелось купить абсолютно все. Это рамы. Я очень люблю рамы, но раньше их мало использовала, так как я рисовала гиперреализм, и не всегда такие сюжеты, с вероятностью, наверное, в 95%, они не очень красиво смотрятся в каких-то фактурных рамах. Это, не впечатляюще. Обычно нужна к такой картине очень минималистичная рамка, которая в интерьер или вообще без рамы с окрашиванием торцов. Тоже чистая вкусовщина, по мне, не очень сюда красиво. Какие-то помпезные багеты, да, вот оформление, какая-то помпезная рама сюда совершенно не подойдет. Вот, но при этом сейчас меня тянет в какие-то исторические сюжеты, да, волнующие замки, корабли, пучина, штормы, ясные пейзажи и так далее. То есть я рисую фантазийные пейзажи, и вот я чувствую, что в фантазийные пейзажи будут красиво рамы.
Давайте откроем, посмотрим. Мне они очень сильно в магазине понравились. Я принесла пока что по одной штуке, но я купила их 4. И также купила, сейчас покажу, и также купила к ним холсты от Туюкан, такого же размера, чтобы сразу вставить. Купила лен. Я уже не раз говорила, что фирма Туюкан меня подводила. Я купила здесь вот такой вот холст на подрамнике театральный. Кстати говоря, я не знаю, почему у них такие названия, не спрашивайте меня. Это лен, считается высшая категория, да, у них холстов, как я понимаю. Он стоит 1286, это тоже достаточно высокая цена за холст 50 на 60, но в целом со скачком цен в материалах, да, художественных, явно выше стали прайсы. В целом нормально, терпимо, терпимая цена, хотя раньше, конечно, за такую стоимость можно было купить 2 холста такого размера. Это среднее зерно, то есть он не очень фактурный, но я не буду сейчас как бы голословно рассказывать, почему они мне не нравятся. Я вам просто покажу, что происходит с холстами Туюкан. Туюкан, свяжитесь со мной, у меня к вам столько претензий. Один раз мою картину повело, просто повело, это значит вот эту сторону повело туда, то есть он закрутился, само дерево, вот этот деревянный подрамник, он просто закрутился вот так вот. Эта сторона сюда, эта сторона сюда. Фотографию приложу, вы бы обалдели. И не буду голословной, вот если этот холст не покрыть грунтом, будет происходить то, что будет происходить. Я вам сейчас покажу на картинках. Это происходило из раза в раз в моих картинах. Ты набрал картину, у тебя идет сюжет с первого раза, но холст берет и впитывает, и выделяет такие маслянистые пятна. Скорее, я думаю, что масло входит неравномерно в холст, и появляются вот эти пятна. Поэтому я каждый раз говорю, что мне не нравится эта фирма, но так как я хочу сразу купить холст к раме, в этом магазине, к сожалению, только эти холсты. Есть еще другие фирмы, но они не очень надежные в плане подрамника. То есть по крепости к ним претензий нет. Вот единственный раз только повело у меня подрамник, но это еще ладно. Но вот с грунтом какая-то беда. Я торопышка. Надо купить здесь и сейчас, чтобы в мастерской у меня уже было все готово, я бы могла написать картину и вставить ее в раму. Купила их 2, загрунтую, и когда с дополнительным грунтом вопросов нет. Если подрамник ровный и не искривляется, то все в порядке. Кстати говоря, мой лайфхак. Я не стесняюсь и всегда кладу в магазине холсты на пол. Вот просто беру и кладу. И смотрю, ровно ли он лежит. Или какой-то угол вот так вот может наклоняться. Если он наклоняется, не берите такой холст. Его может и дальше повести, а может просто, я имею в виду повести искажение. А может он просто так и останется. И вы фиг потом вставите в раму, и на стене он будет висеть неровно, да, картина будет висеть неровно, а тоже будет некое неприлегание плотное. Тоже это иногда расстраивает заказчиков, да и не только заказчиков, в целом художников тоже. Так, давайте посмотрим с вами эти великолепнейшие холсты, рамы. Мне очень они нравятся. Сейчас я вам покажу. Так, первая рама. Вот такая вот золотистая. Сейчас открою. Так, это идет как фоторама. Она не очень крепкая. Это, конечно, не профессиональные багеты, но я обычно достаю вот это оргстекло, достаю деревяшку, и муж мне прикрепляет вот сюда вот холст, и смотрится хорошо. Мне очень сильно понравилось, что у него есть вот эта вот белая каемочка, которая выглядит даже немножко как паспорту. Конечно, обычно паспорту очень у нас широкая, но как-то вот она облегчает эту раму, при этом есть полноценных, мне кажется, 3-4 сантиметра, что классно. Плюс он такого золотистого цвета, и мне кажется, можно нарисовать закат какой-нибудь красивый. В общем, какие-то задумки в голове есть, да даже если их нет, обладая такими вещами, которые вас вдохновляют, вы что-либо создадите. И это классно. Так, есть такая рама, и есть мой фаворит. Я же люблю так-то шторм. Это просто у меня сейчас кризис, да? Вот, но в целом темные сюжеты меня никогда не пугали, и они в моей голове не воспринимаются как нечто мрачное или страшное. Просто классный, эффектный сюжет. И к такому эффектному сюжету у меня есть теперь 2 не менее эффектные рамы. Тоже
похожа на золотую, но она уже темная. Темная с белым, вот с белой такой тоже каемочкой, с белой рамочкой. И, по-моему, она выглядит просто пушечно. Правда. И я другого слова подобрать не могу. Мне дико нравится вот этот темный цвет, очень нравится фактура, и действительно вот этот белый, он, знаете, он не белый, как холст, он скорее как какая-то такая слоновая кость запыленная, как вот полотно у меня висит. Кстати говоря, у кого были вопросы, зачем мне это полотно, сюда я буду цеплять на иголочке эскизы, так как мне нельзя, точнее, я не хочу здесь никак дырявить стены и развешивать или портить. Я все-таки снимаю мастерскую, портить стены. Хозяевам я не люблю, я очень бережно отношусь к чужому имуществу, поэтому я просто повесила полотно, и на него иголочками буду цеплять все эскизы, которые мне нужны, все цветовые решения и так далее. Тут просто спрашивали меня, отвечаю заранее. В общем, вот такая рама. Мне кажется, это огонь, и любой сюжет в ней будет смотреться очень-очень хорошо. Купила две такие. Если все будет хорошо и напишут сюжеты, и мне действительно понравится, как это смотрится в общей массе, я куплю еще, потому что как будто они для меня идеально и минималистичны, и при этом, ну, как бы нарядны. Как бы понятное дело, что они не совсем простые, но в них нет какой-то особой вычурности. Вот они просто лаконичные, с каким-то узорчиком, но в целом очень приятные глазу, то есть нет такого чего-то кричащего. Вот такие вот покупочки. Хочу сегодня что-нибудь попробовать написать, возможно, порисовать, возможно, мы с вами порисуем, закрасим, завтра снова порисуем. Какой будет эта неделя и в целом, каким будет это видео, я не знаю, но давайте что-нибудь порисуем. Прежде чем продолжить, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и подписаться на канал, потому что мы с вами идем к 2000. Для меня это просто восторг. Поэтому спасибо вам и приятного просмотра. Привет! Я вернулась в мастерскую. Вчера стало как-то очень пасмурно, тяжело заканчивать картину. Да и в целом, наверное, приятнее писать то, что я задумала, по сухому. Поэтому я на ночь оставила картину, и теперь она уже более-менее схватилась. Хочу немножко поговорить вообще о том, что я пишу, что я сейчас ощущаю, раз я все-таки приняла решение достаточно откровенно делиться всем в блоге. Ну и в целом, наверное, по натуре я такой человек, что мне проще проживать это, проговаривая. Ровно месяц как нет моего папы, и, конечно, состояние, ну, такое себе, не очень пока все это просто, но понимаю, как бы, что маленькими шагами мы вернемся в жизнь, и жизнь продолжается, и мы будем всегда помнить, но нужно как-то тихонько помогать себе выкарабкиваться из этого уныния, поэтому сюжет родился именно такой. Мне захотелось создать некую спорную
ситуацию, когда вроде как ты переходишь на стадию чего-то такого легкого, уже более светлого. Мне было важно сделать засвет со стороны, ну там давайте лодки, скажем, что это лодка, со стороны лодки, чтобы свет был таким абсолютно чистым, почти белым, то есть с минимальным количеством оттенков. Наверное, это навеяло то, что очень многим знакомым снится мой папа и снится в белых одеяниях, абсолютно счастливый. И это прекрасно. Хочется в это верить, что это действительно так. И мне захотелось создать ощущение нечто абсолютно чистого, светлого, белого, который как бы будет идти изнутри картины, освещать некий путь этой лодки. То есть сегодня, когда я буду заканчивать, я буду работать над белыми бликами, над цветом в душе. Я думаю, что не только в воде, но и в моей душе. Но при этом мне хотелось создать и ощущение, что ты принимаешь все, что происходит сейчас, и в этой картине ты принимаешь и понимаешь, что будут на твоем пути некоторые сложности, будут камни, будут препятствия, которые нужно пройти, и в целом оно должно окрашено быть радужным светом, не темными красками. Как бы это наивно ни звучало, но сейчас всем нам необходимо больше света, поэтому в задумке вот эти оранжевые пятна я хочу сделать осенними. Сейчас осень, и погода в Питере в целом напоминает мое состояние. То гроза, то солнце, то слякоть, то холод, то жара. В целом осень, я люблю осень, у меня день рождения осенью. Мне хотелось именно передать ту золотистость, ту чистую, наверное, такую радость, хоть и увядающую радость, но радость от яркого цвета, что мы, не знаю, все равно мы должны видеть эти краски. И вот это вот неподдельное ощущение какой-то яркости, оно должно оставаться в нас. Поэтому я хочу вот около этих камней и темной такой вот воды на переднем плане, я хочу окрасить все опавшими листьями, например, клена. Мне очень нравится форма этих листьев. По-моему, будет красиво, что небо просветляется, есть абсолютная внутренняя чистота, которая будет, и яркость, которая будет идти из картины. Такое какое-то хочется безусловное умиротворение. Оно, знаете, оно не в абсолютном счастье. Оно вот просто, что внутри потихоньку достигается покой. И вот тут нет ни облаков, ни яркого фигуративного солнца. Это просто хочется, вот, чтобы из картины шел свет. Так что вот здесь у меня будет все-таки оставаться. Думаю, что я немножко еще засвечу корабль, чтобы он именно подсвечивал нам вот эту дорожку на воде, которая сегодня появится. Также камни и вот эти вот части деревьев я украшу листьями. Можно написать, что Катя, не может быть, что лодка плывет, и тут фигак с дерева на какой-нибудь воображаемом острове. Но мне наплевать. Это мои картины, я так хочу. Я хочу соединить осень, хочу соединить море, хочу лодку и свет. Вот. И делайте с этой информацией, что хотите. У меня будет так. Поэтому я надеюсь, что сегодня закончу. С этой картины начнется, я чувствую, что с этой картины начнется что-то хорошее. Даже не хорошее, в целом все хорошо. Понимаю, что в данной ситуации, как возможно, все хорошо. Вся остальная моя семья здорова. Мы учимся жить с этим. И надеюсь, что с этой картины придет некий покой. Высохнут слезы, которые будут с нами на протяжении всей жизни, но уже не в каждодневном твоем действии. Ты не будешь ощущать эту боль, ты будешь помнить только хорошие воспоминания. Я сейчас читаю очень классную книжку, называется «Все закончится, а ты нет». И там действительно говорится, что не надо возвращаться все время к прошлому, проживать, как это было, как человеку было плохо, или там вот, ну, короче, негатив. Надо помнить только хорошее. Я искренне желаю всем, кто меня сейчас смотрит, или это моя семья даже, или наши родственники, или те, кто знает папу, знал папу, он бы не хотел, чтобы мы грустили. Раз он в белом, он всегда был в белом, он всегда излучал из себя этот цвет, поэтому надо немножко ради памяти, ради него переходить на что-то светлое. Надо учиться жить дальше каждый день, учиться
принимать эту ситуацию, но наполнять жизнь красками. Поэтому и мои картины должны перейти в стадию красок, уйти из стадии шторма. К шторму, возможно, я вернусь, но сейчас для него не время. Мне нравится, как выходит эта картина. Может быть, я не связно все это сейчас сказала, но именно то, что я ощущаю, я хотя бы немножко, но попыталась объяснить в этой картине, как здесь что происходит и почему будет именно так. Надеюсь, что я ее закончу. Да, в целом, давайте ее закончим.